Всем привет! В этом видео по вашим просьбам покажу, как перенести рисунок на торт. Я продемонстрирую коротко 4 способа, которые я знаю. Если вы не умеете срисовывать, но хотите делать торты с рисунком, то это видео для вас. Ставьте лайк и начнем. Для примера я выбрала изображение вот такого слоника и распечатала его в нескольких экземплярах. Вам же для переноса одного рисунка понадобится лишь одно изображение. Я буду переносить рисунок на торт, покрытый мастикой. Итак, способ номер 1 – продавливание. Понадобится распечатанная картинка и тонкий жесткий предмет. Я возьму инструмент с тонким наконечником, но подойдет и просто шариковая ручка или зубочистка. Прикладываю картинку к торту. Если изображение очень большое, то лист бумаги можно зафиксировать иголками. И теперь просто продавливаю все линии рисунка. Нажим достаточно сильный, чтобы на мастике остался четкий рисунок. Когда все линии навела, убираю бумагу и осталось навести эти контуры кисточкой или пищевым фломастером. Плюс этого способа переноса рисунка в том, что делается это быстро. Минус в том, что не все линии видны четко. Способ номер 2 – шаблон. Распечатанное изображение вырезаю четко по контуру рисунка. Прикладываю рисунок к торту и обвожу контур. Использовать можно снова или фломастер, или краситель, сильно разбавленный водой. Это на ваше усмотрение. Для разнообразия здесь покажу рисунок кисточкой. Теперь разрезаю шаблон по главным линиям. Здесь это линия шеи и уха. Прикладываю эту деталь к контуру рисунка на торте и обвожу недостающие линии. Дальше также поступаю со следующей деталью. Вырезаю глаза, прикладываю шаблон и прорисовываю их. Шаблон будет постепенно уменьшаться. Главное понять суть. Обрезаю детали четко по линиям, затем прикладываю их к торту и обвожу контур. Так я обвела и хобот, и лапы. И, конечно, мелкие линии легче нарисовать от руки. Этот способ мой любимый, так как он наиболее точно передает рисунок. К сожалению, фокус камеры убежал на фон, но, надеюсь, суть понятна. Вот что осталось от шаблона. Способ номер 3 – трафарет. Главные линии изображения надо будет вырезать так, чтобы между ними остался промежуток нетронутой бумаги, иначе трафарет развалится. Для наглядности можно другим цветом обозначить, какие именно линии надо вырезать. И, собственно, вырезаю. Метод несложный, но вырезание линий требует терпения. Получается вот такой трафарет. С обратной стороны можно оценить, все ли главные линии прорезаны. Затем прикладываю трафарет к торту и просто рисую линии по прорезанным промежуткам. Плюсов у этого способа несколько. Во-первых, трафарет можно использовать повторно, много раз, причем и в зеркальном отображении тоже. Во-вторых, с готовым трафаретом рисунок переносится очень быстро, буквально за 1,5 минуты. Минус в том, что недостающие элементы и мелкие детали придется дорисовать вручную. И способ номер 4 – копирка. Этот способ мы часто используем на пряниках, думаю, он многим знаком. К картинке прикладываю светлый пергамент и мягким простым карандашом навожу все линии. Стоит учесть, что картинка должна быть в зеркальном отображении. Теперь прикладываю пергамент рисунком к торту и снова обвожу все линии. Убираю пергамент, а рисунок остается на торте. При желании линии можно продублировать красителем или сразу приступать к раскрашиванию. Вот и все. Выбирайте удобный способ для себя. А я надеюсь, мое видео было полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересного. Пока!